привет! Мое утро проходит сегодня в Макдональдсе. Взяла себе на завтрак какой-то бутерброд из наггетса и булочки. Конечно, такой браун и кофе. Что я здесь вообще делаю? Мы с девочками сегодня договорились поехать в Шаосин. Вот, поэтому я жду, пока они подъедут, мы с ними встретимся и уже поедем на метро. Погода сегодня просто замечательная. На улице, градусов 20 на солнце точно есть, очень тепло. Для меня вообще непривычно, что в декабре может быть такая погода. В общем, все. Всем желаю доброго утра, приятного аппетита и хорошего дня. Кстати, утром в Макдональдсе вообще немного людей. Приятная такая атмосфера здесь. И еще здесь есть вот такие беспроводные зарядки. Я не знаю, может быть, у нас в России тоже есть, но я не замечала. Кстати, в каком-то видео, по-моему, уже рассказывала, что все напитки здесь кладут вот в такие вот пакетики. А здесь, оказывается, находится у нас какой-то музей сзади меня. Надо будет прочитать, что за место. То есть сегодня я узнала, что я, оказывается, выиграла билет в музей, в театр Ханчжоу на какую-то оперу. У нас это проводилось в беседе в Вичате. Нужно было просто написать свое имя, потом рандомно разыгрывались эти билетики. Вот, я, собственно, каким-то образом взяла и выиграла. Так что во вторник поеду смотреть оперу. Так, вот издалека этот музей выглядит вот так. Не знаю, все ли это музей или только вот данное место. И, кстати, проводятся какие-то ярмарки. Я вот, знаете, попробовала на эту ярмарку зайти, но мне там не понравилось. Там очень много людей, все кричат. Непонятные для меня там продуктики. Вот. Поэтому решила ничего не покупать, не смотреть. Вообще здесь, конечно, красота. Я еще не была в этом месте, в этом райончике. Это Вулиан Сквер. Вот. Прям прикольно, здесь интересное место. Какие-то вон катера катаются, прогулочные. Вот это вот торговый центр со всякими дорогими магазинами. Вот музей, где я была, там где-то тоже находится Макдональдс. И какие-то другие высокие здания. Здесь классное, тихое место. Я очень ценю такие места в Китае, где нет байков, где нет кучи людей. Я вот здесь сижу спокойно одна на скамеечке. Вот там играет какая-то музыка. Погода просто замечательная. Сижу, наслаждаюсь. Очень здорово. Выяснилось, что у девочек, с которыми мы должны были ехать, возникли там какие-то проблемы. В общем, поездка в Шаосин отменяется. Я могу сказать, что, конечно, немного расстроена, потому что круто съездить в новый город, тем более в компании, а не одной. Потому что в основном я везде и так одна гуляю. Вот, ничего, сегодня хороший день. В любом случае, круто, что я уже проснулась рано. Я уже не теряю половину дня. Буду наслаждаться сегодняшней погодой, съезжу в какое-нибудь место, погуляю, может быть, девочки тоже присоединятся. Вот, поэтому ничего, не сбывшиеся планы нас не сломают. Поэтому, несмотря на то, что какие-то планы не сбылись, ничего страшного. Нужно придумать новые активности. Я еще не изучила весь Ханчжоу. Поэтому сегодня куда-нибудь поеду, погуляю, пока вот все еще в этом райончике гуляю. Нашла вот такую набережную. Немножко посижу, здесь еще понаблюдаю. Круто, на самом деле, что я проснулась рано, потому что, во-первых, опять же таки, повторюсь, я не теряю полдня на сон. И в целом, конечно, в утреннее время не так много людей. Вот. И будний день сегодня, конечно, пятница.
Поэтому вообще повезло и с погодой, и с временем. Не жалею, что я проснулась. Выспаться всегда успеем. А погоду такую не успеем всегда словить. Допустим, на завтра стоит уже дождь и попрохладнее. То есть уже так не погуляешь. Кстати, друзья, напомню, что сегодня какое-то 8 уже декабря. В Ханчжоу наконец-то началась красивая осень. Деревья просто невероятно красивые, желтые, зеленые, красные. Вообще все цвета встречаются. Прям гуляешь и наслаждаешься всем этим. Тем временем у меня в городе, в Челябинске, минус 32. Детей уже второй день отменяют школу. Вот, короче, жесть. Не верится даже то, что дома сейчас настолько холодно. Но я на самом деле скучаю по этой вот зиме, к которой я привыкла. Мне очень хочется снега, вот этой новогодней атмосферы, потому что здесь такого, конечно, не наблюдается. Но посмотрите, как с такими деревьями может появиться новогоднее настроение. Здесь только осень началась. Я тем временем продолжаю идти вдоль набережной. Ну, так сказать, куда глаза глядят, знаете. Вот позади уже этот музей, где я сегодня проходила. Время на самом деле здесь идет очень быстро. Сначала мне казалось, наоборот, что время как-то тянется, пока у меня вся адаптация была, пока я привыкла к жизни здесь, потом к учебе. Не заметила, как прошел месяц. А сейчас уже прошло почти 2 месяца. Через 3 дня будет 2 месяца, как я здесь. И мне осталось меньше 2 месяцев еще здесь оставаться. Я уже купила обратный билет на 30 января. То есть как будто бы мое возвращение стало прям таким реальным. До этого мне казалось, у меня еще так много времени. Я еще столько всего не посмотрела. Обязательно там исследую это все. А сейчас я понимаю... Ой, смотрите, какая чайка. Удивительная, да? А сейчас мне кажется, что мне так мало времени осталось. Поэтому каждый вот такой вот хороший денечек с хорошей погодой хочется прям по максимуму насладиться им. В общем, мне в один момент здесь очень захотелось домой. Я прям, не знаю, какое-то было настроение, было грустно, все надоело, на учебе было тяжело. И, конечно, хотелось очень домой. Вот, потому что все равно иногда не хватает здесь поддержки, с кем-то поговорить, пообщаться, потому что я живу одна. Девочки, с которыми я общаюсь, живут в общаге, с ними не так часто пересекаемся, только в учебные дни. Вот, поэтому, конечно, бывает немного одиноко. Вот, но когда я покупала билет, у меня появилось такое настроение, что я не хочу уезжать. Неужели я уеду отсюда? Вот. В общем, смешанные чувства. Конечно, домой, честно скажу, хочется, но и как будто бы уезжать отсюда не хочется. Когда настают вот такие классные летние, по-летнему теплые, я бы сказала, деньки, конечно, хочется подольше все это запомнить и подольше этим насладиться. В общем, основная моя мысль заключается в том, что время идет очень быстро. Как бы вам там ни казалось, да, что еще так много времени. Вот я сюда прилетела на 4 месяца и думала, ну как будто бы 4 месяца, это же, много. А по сути, первый месяц у меня полностью ушел, мне кажется, на адаптацию. Я пока привыкала, что здесь вообще как, к еде, к людям, к этим байкам, вообще ко всему. На второй месяц уже как-то что-то начала понимать, как здесь происходит. Вот. И все, остается 2 месяца на пожить, на то, чтобы еще подучить язык. У меня все-таки здесь основная цель — это обучение. Но скажу так, то, что я только хожу на пары, это, конечно, прям максимально не разовьет мой язык. Многое зависит от самого человека, от самой меня. Зависит от того, насколько часто я общаюсь с китайцами, насколько часто я практикую там аудирование, да, свое, опять же таки, с помощью общения с китайцами, либо с помощью просмотра каких-то китайских сериалов, шоу, прослушивания музыки. Помимо учебы, конечно же, хочется еще запомнить сам город, сам Китай, культуру, красоту эту всю.
топающих дяденек, например. Потому что учеба, это все круто, классно. Но в России я смогу продолжить учиться, да, например. А вот такой вот красоты, природы такого города я уже не увижу. И не думаю, что я прям в скором времени вернусь в Китай, да. Конечно, хотелось бы мне очень сюда вернуться, побывать в других городах, побывать в другой сезон. Мне кажется, весной здесь очень красиво. Вот, но не думаю, что это произойдет прям вот совсем скоро. Поэтому важно, кроме учебы, здесь еще, конечно, и просто наслаждаться жизнью, гулять, по максимуму что-то фоткать, снимать, чтобы потом это все пересматривать. Я как раз-таки решила начать снимать все эти влоги, в первую очередь для себя, для своих близких, для семьи, чтобы потом в какой-нибудь день включить и вспомнить, как я здесь жила, что у меня происходило, так сказать, поностальгировать немножко. Кстати, реально тут все китайцы, смотрите, на спортике. Вообще молодцы просто. Многие с детьми, причем, да, люди, не могу сказать, что очень молодые занимаются спортом. Здесь вот такие вот тренажерчики стоят, и действительно люди пользуются, приходят, занимаются. Так, тем временем мужчина все еще топает. Не знаю, что это за практика, но прямо это так, знаете, очень активно выбивает из себя что-то.